Друзья, всем привет! Если вы хотите узнать, что делают киберспортсмены на пенсии, то я готов вам ответить. А делают они то, что им нравится. А нравится им снимать шоу. Ребята, встречайте, это кибершоу, ребят. Поехали! Как карьера в Нави? 1.6 все создали и погнали по ацтеку бегать, брат. О, мам, я полетел, о, это мое. Успешный игрок. Так, в правом углу многократный чемпион по Counter-Strike Данила Зевстисленко, а в левом чемпион галактики Стонер. Поехали! Я хочу победять. Пошел бы ты учиться на киберспортсмена, если бы тебе было вот сейчас там 15-16 О, если у тебя была классуха информатичка, ты вот так вот залетал на информатике и 5 на 5 погнал. Что делать Нави? Давайте будем реальными. Зайву и Гвардианус, Икси Power. Захотят ли Нави платить? Икси Power будет стоить 500 000, ты считаешь? Ну даже если ФРЗ об этом не думали, они сейчас задумаются на это четко. Вот так вот. Каким Саня будет в этом году? Все быстро забыли про Ликвид. Я подразумевал топ-20 игроков года. Ну в десятке Элик будет. Просто молодцы, мои красавцы. Мы работаем по чуть-чуть. DreamHack. Очень высокие у ребят рейтинги, они заслуживают уважения. Так ли справедливо как бы им находиться в двадцатке из этих рейтингов, если турнирных достижений у команды не так много? Всем привет, друзья! И перед тем, как вы посмотрите наше шоу, Михаил Снегур скажет несколько слов о нашем партнере. У меня есть свой микрофон. Это крупная компания. В 2019 году мы могли видеть их логотип на турнирах Тир-1, Тир-2 и Тир-3 уровня. Это говорит о том, что они давно уже помогают молодым игрокам и начинающим турнирам. И командам, и игрокам, и всем подряд. Я полностью поддерживаю ваши слова, Михаил, конечно, да. И хочется сказать, благодаря этому партнеру вы сможете посмотреть наше новое шоу. Вообще, друзья, ГГБет это не просто, это больше, чем твоя грудь. Моя грудь? Твоя. Ребята, если вы разбираетесь в киберспорте, вам туда. Туда, ГГБет. Приходите все. Этот человек, как знак качества тому, что не было ни одного шоу на ютубе, в котором бы он не побывал. Ребята, встречайте, певец, блогер, киберспортсмен, человек-оркестр, Киевстонер. Здорово, братушечка. Как же туха вообще? Нормально. По поводу последнего хотел сказать, я везде хожу, ну, только на шоу к друзьям. Поэтому Очень приятно. вы можете знать, что у меня много друзей. Это очень круто. Вообще скажи, как карьера в Нави? Брат, нормально, вот сейчас Какие? на банке сижу. Так а что тебе? Жду, пока кто-то заболеет. Вы стояли на трансфер? Не, брат, я ж не вы. Нет. Ну тренируешься вообще, в принципе, Да не, готовишься? ну, брат, ну к чему тренируюсь, к чему готовлюсь? Ну, я ж Прекрасно не знаю, знаю. что это все был прикол, мы просто не успели дотянуть до 1 апреля. А так, ну, официально можно считать, что я 6-й игрок Нави, брат. Я всегда болею. Ты как минимум, я знаю, всегда с Нави, всегда был и есть, и поддерживаешь, и это чувствуется, это круто очень. У меня такой к тебе вопрос. У нас сегодня на самом деле много интересных тем, которым мы поднимем. Вопрос такой, пошел бы ты учиться на киберспортсмена, если бы тебе было вот сейчас там 15-16 лет? Вот уже смотря на киберспорт, вот то, что с ним сейчас происходит. Да, не, конечно. Пошел бы. Да. Ну, само собой. Да я бы и сейчас пошел, брат. Ты часто дома играешь? Ну, сейчас нет, потому что времени не хватает, брат. Ну, реально времени не хватает. Но вообще часто играю. И вообще, ну, грубо говоря, КС, ну, я для себя открыл именно вот так, чтобы, знаешь, я в основном в доту катал. И, ну, и всю Там дорогу. получалось? в Ну, доте? конечно. у меня А если 4. бы вот сейчас у тебя был выбор пойти в КС или в доту, в 15-16 лет, что бы ты, скорее всего, выбрал? Не знаю. Ну как думаешь? Не знаю, не могу ответить. Ну, Потому в что доте, мне- в доте есть интернет. Потому что, что знаешь, какая движуха? Ты типа, знаешь, мы с пацанами как? Заходим в дотку, не получается в дотке, идем в КС. Заходим в КС, не получается в КС, идем в дотку. Понял? Но я что говорю, я для себя КС именно так открыл, чтобы вот именно шпилить. Вот чтобы именно шпилить КС где-то год назад, брат. То есть я вот, грубо говоря, в КС, там, ну, я до этого там и пробовал играть.
Ну а Ну, ты почему, хорошо, почему ты пошел бы вот по стопам киберспортсмена? Ведь ты, наверное, знаешь, сколько приходится вообще тренироваться, работать. Ну, Чем минимум тебя это 10 часов в привлекает? день. Это пипец. Первым, наверное, чем это может привлечь, это как бы, ну, знакомство, это, ну, ты ездишь по всем городам, брат. Ну, сколько, вы за год минимум, сколько турниров, 10 делаете? Ну, я думаю, даже были даже 15-17 один раз было, даже это пипец. Ну, то есть ты как бы минимум 15-17 ну, стран за год посещаешь, по-моему, разных. Плюс, ну да, это режим, но Есть много плюсов, скажем так, да, у которых... много и очень минусов, потому что свободного времени почти нема. Но если ты тот человек, который живет игрой, почему бы и нет? Почему бы и нет? Окей, скажи тогда такой у меня вопросик к тебе. На чем сейчас вообще максимально сконцентрирован? На каких-то проектах? Какие? Расскажи пару каких-то секретов, чем ты сейчас Брат, занимаешься. ну, музыкой занимаюсь в основном. И, ну, и съемками фильмов. Я вот в 2 фильмах снялся. Да. Расскажи, В пожалуйста. одном уже дебютировал, во втором я не могу сказать, потому что это тайна. Ну и в основном так, на ютубе снимаю. Скажи мне, сниматься в фильме, вообще какая у тебя там роль была? Ну, то есть с точки зрения там... Ну, в первом, Второго. в котором я дебютировал, у меня была второго плана роль. А вот в этом сейчас у меня камео там было. Ну, эпизод. Ага. Но я типа, ну, это эпизод, надеюсь, который запомнится. Да, прикольно. Но я фильмы не видел, мне смотрю постоянно клипы какие-то, ты везде там как бы... Мне нравится ваше там Не, ну, движение. люди зовут, людям интересно. Если я вижу, что материал хороший, я... Времени много уходит на съемки фильма? Не, просто же я в фильмах не снимался, Хорошо, мне там интересно. вот смотри, было 5 съемочных дней, короткий метр вышел 23 минуты. То есть, грубо говоря, вот как я понял, некоторые люди, то есть, допустим, сутки съемок – это минута фильма. Сутки съемок — это минута фильма. Да. Это жесть. Есть такие люди, понял, которые вот... Мы снимали короткий метр, там он 23 минуты, мы за 5 дней его сняли, там еще 5 дней. подсъем, 2-3 дня был подсъем, но уже без меня. И плюс этой всей движухи был в том, что сняли павильон и выстроили там Ну все, я понял, все эти декорации, это декорации, все, да? выстроили и все, и никуда там особо... Ну а это это всё, комедия, что- боевик вообще? Это черная комедия. Чёрная. Если есть желание, посмотрите, Kingdom называется, уже на ютубе можно посмотреть. Kingdom. Походу, это дерьмо по-прежнему продолжает расти. Есть компания Rio, да, получается, которая выпустили LOL, да? LOL игра, знаешь? Да, такую, знаю, не Я признаю. дело в том, что когда я видел со стороны, я не играл ни разу. Она меня не особо впечатлила, как бы, не знаю. Ну, многих и Dota, правда, не нравится, кто не играл. Но, тем не менее, это считается, может быть, наверное, самая в киберспорте крутая профессиональная лига. У них все они отзываются очень круто, в лоле именно. Туда очень сложно попасть, там слот стоит миллионы долларов. То есть некоторые организации, я слышал, может, Нави даже хотели купить, либо покупают слот там 5-8 миллионов долларов, просто чтобы твоя команда играла в этой лиге. Типа у них там максимальные, все сделано круто, все четко, и они платят деньги за то, что ты там участвуешь, у них очень крутая трансляция, ну и много всего остального. Речь идет о том, что они сделали заявление недавно о том, что они выпустят уже приблизились к финишу, к выпуску игры, которая должна побить Counter-Strike по всем параметрам, и типа это будет number one Это игра. нереально, брат, это нереально. В контру по-прежнему будут играть. Это, ну, годовая игра, понимаешь? В 10-м или каком 9-м году вышел Point Blank. Все тоже сели, шпились в Point Blank. Потом все равно все играли в CSGO. Вышел Ну, всё-таки, PUBG, да. братан, вышел PUBG, все катали в PUBG, но по-прежнему играют в CSGO. Вышел вот этот, что там еще? Тогда много игр выходит постоянно, какие-то овервотчи, Понял, да, там братан? что-то. Когда ты с пацанами хочешь пошпилить в шутер, ты не По-нормальному, говоришь. именно по-нормально Ты не поебашить. говоришь, о, погнали в PUBG, о, Нормальные погнали пацаны там говорят, еще погнали что, куда? Погнали куда? В 1.6, брат. Еба. В 1.6 все создали и погнали по ацтеку бегать, брат. Ну и? Ну, часть пацанов говорит, подали в CSGO. Не, ну это типа ша, но я тебе говорю именно там, знаешь, такие наши, ну, такие моего, свои, твоего, ну, пока мы да, там да, знаем да, CSGO. А есть типы такие же, как мы, которые не знают, что такое CSGO, понял? Они знают, что такое CS 1.6, понял? Вот если бы у тебя стоял выбор все-таки, Dota или CSGO,
Ну, только в одном. Пацаны, это тяжело выбрать. Ну, я бы выбрал то, в чем я был бы более хорош. А что тебе больше нравится вот, по душе? Мне кажется, Дота больше всего или нет? Или пофиг? Не, ну фанюсь я больше в КС. Потому Фанишься что фанюсь я бы, ну, в доте тяжело фаниться, потому что, ну, ты потеешь, понял, там. Окей, тем не менее, эта игра напоминает Overwatch. Мы можем посмотреть, вот, кстати, кадры из этой посмотри, немножко. То есть Брат, ну это- уже как это может уже что-то переплюнуть? Посмотри. Я что, в серьезный Сэм играю, понял, брат? Ну, наклеить чуть-чуть. Тут они, Ну не. То есть Я не ты- знаю, я не знаю. ты в это как не говорится, дай бог, удачи им. понял? здоровья и хорошей Ну, графики. да, ну. Но, тем не менее, Есть другая тема, кстати. Астралис выставляет свои акции на биржу. Как она называется? Не помню. на купила? IPO. Слышал эту историю? Нет. Сейчас. Не люблю Астралис. Короче, давай, перед тем, как перейти к теме про Астралис, я хочу сказать, что, тем не менее, удачи создателям Лола, ну, этого проект А. И если они сделают, ну смотри, если они сделают крутую шпильку, которая будет похожа чем-то, будет на КС, что какие-то будут интересные темы, и вложат в нее большие деньги, это в любом случае будет круто, киберспорт и рынок киберспорта будет наполняться еще больше деньгами, и я считаю, что желаю, короче, вам удачи. Ребята, но в 1.6 денег-то нету. А вот в Всё. CSGO совсем другая ситуация, потому что Астралис выходит на рынок IPO и начинают продавать свои акции. Они хотят продать акции, знаете, на сколько? На 22 миллиона. Ничего себе. То Долларов. есть, да, и у них одна Ничего акция себе, стоит это- порядка 9 крон, это если переводить на наши деньги, $20, что-то такого плана. Одна акция. А вообще весь рынок, вы знаете, во сколько оценивают? Весь рынок киберспортивный, да, порядка 2 миллиардов уже Нет, долларов. насколько я знаю, Михаил оценивает в 1 миллиард сейчас, но рассчитывают, что через несколько лет буквально уже этот рынок будет стоить 2 миллиарда долларов. Это, конечно, все круто, ребята, но Мы сидим вы тут. понимаете, но мы сидим тут, и миллиардов у нас тут нету, к сожалению. Но все впереди, правильно, брат? Конечно. Вопрос следующий, на что хочу обратить внимание. Вот Астралис, да, на это IPO, все, акции. От чего будет зависеть цена и мы должны просто поговорить и, как сказать, дать, может быть, мысли для размышления нашим подписчикам, людям, да, чтобы они понимали... Бизнесменам, акулам шоу-бизнеса, которые нас смотрят сейчас, стоит ли покупать акции Астралис, пацаны? Ну, я не знаю, если ты шаришь, да, все же зависит от того, ну, ты купил акцию, и что с ней стоимость потом ее, делать? ну, это очевидно, стоимость ее, если, наверное, команда хорошо выступает, и они Побеждает больше на узнают, турнирах, да? то акции растут. Но это как я, ну, человек, который не связан с биржей, ну, понимает. По А логике если вещей. ты играешь плохо, то акции падают, наверное. Ну, скорее всего, да. Но мне кажется, если ты в этом варишься, то ну, можешь типа, попробовать себе вцепить, ты никогда не знаешь, понял, что где, Ну, как тут, и наверное, будет. будет зависеть от того, если ты веришь в команду Астралис, то есть смысл, я так понимаю, покупать акции. Я в не люблю принципе. команду Астралис. Хорошо, если Нави выпустят на биржу, ты купишь пару акций? Если будут бабки, то да. Просто хотя бы, чтобы у меня были акции Нави, как для коллекционера, знаешь, Ты какого-то. можешь просто прийти куда-то и сказать, ну, у меня акции там. Ну, по-братски, да? Отсыпьте, да? Отсыпьте ж меня Надо акции, найти понял? спонсоров на акции Нави. Как найти спонсоров? Есть совет для начинающих команд? Как Не лучше знаю, брат, у сделать? меня никогда спонсора не было, понял. Я всю дорогу вывозил сам. Так HyperX это не спонсор, это партнер, брат. Спонсор это когда ты просто, ну, приходишь и говоришь, дайте денег, понял? Не на, понял? А партнер это когда вот тебе деньги, но. В Украине появилась специальность киберспорт. Ты, кстати, слышал об этом? С прошлого года в Харьковской государственной академии физической культуры, а в текущем году в Национальном университете физического воспитания и спорта. Нормально, задроты посыпались, понял? О, мам, я полетел, о, это мое. Было бы эта движуха лет 10 назад, да? 100%. Мы бы были бы Но там. на самом деле уже несколько лет в некоторых институтах Америки, по-моему, Швеции, Норвегии как бы преподают киберспорт, ну, по желанию только, от своего желания отталкиваясь. И что ты этим хочешь сказать нам? Да, вот тоже пошел опять в институт заканчивать. Знаешь, какой у буду нас был преподавать. киберспорт? О, если у тебя была классуха информатичка, ты вот так вот залетал на информатике и 5 на 5 погнал, или там 10 на 10, кто из пацанов-то шпилил. Я помню эти времена. Да, у меня Всегда был- в классе был какой-то жук, который знал, как делать все на компьютере. Это было сильно. У меня мой киберспорт был на информатике, мы просто это в карты играли. Этим все заканчивалось.
У нас просто была отсталая как бы школа, ну, бывали моменты. Ладно, смотрите, есть ли смысл учиться в универе, в таком, в котором будут, я не знаю, преподавать киберспорт? Ну смотри, если ты, ну, знаешь, есть люди, которые вот, у них есть тяга к этому. Ну, прикинь, вот, знаешь, там есть вот малые, которым там, я вот, допустим, наблюдал типов, которым по 14 лет они так катают, ну, с ума сойти, то почему бы и нет? Вопрос в том, что интересно. Интересно первое, это в университете кто будет преподавать и кто должен преподавать. Ну, кто должен преподавать? Человек, ну, который... Кто? Ну, по-любому там будут такие разряды, как аналитика. Кстати, а ты знаешь, что в Штатах набирает популярность профессия это репетитор по киберспорту? В данном, ну, как пример, да, допустим, по Fortnite многие родители нанимали своим детям репетиторов, потому что им надоедало, что они постоянно проигрывают. Да, пацаны? И, кстати, немало они там платят денег, что в час около $50. Пацаны, так а чего мы тут сидим? Мы недавно Fortnite только... катает? Дело в том, что мы недавно только вообще узнали эту всю историю, и мы уже понимаем, что на хлеб чем, как Ну, можно слушай, как бы конечно, заработать. все мы, ну, типа, знаешь, я этому не удивляюсь, потому что это было очевидно еще и пару лет назад, понимаешь? Да. Что это все, когда вот, когда я понял, когда я вот смотрел какой-то на 16 интернет, там уже призовой фонд был там лямов 8, по-моему. Я уже понял, что типа, ну, что репетиторы не за горами, что и призовые У меня фонды другой уже будут вопрос. по 100 Смотри, тысяч. кто должен быть репетитор? То есть, ну, Fortnite, допустим, относительно новая игра. Ну, относительно, если сравнивать там с Dota и с CS, да. И репетитор, да, это должен быть человек, ну, вот если я там хочу, чтобы меня кто-то тренировал, то это должен быть уже успешный игрок, по идее. Ну, вот в этом... возможно. Ну, это знаешь, как Ну, типа вот ты именитый, папа, ты хочешь как научить именитый своего учитель. ребенка игре, да? Где ты будешь искать репетитора? Как ты, по каким параметрам ты бы его себе подобрал? Вот это вот интересует. Не, ну, Чемпиона. Ты бы хотел бы какого-то чемпиона, ну, либо правильно? чемпиона, либо по отзыву, понял? Ну, смотря, если бы я в этом шарил бы сам, то я бы уже знал, кого я хочу. А если ты в этом не шаришь, то, конечно, ты будешь отталкиваться от отзывов и от прочего. Ну, вообще, как ты считаешь, у нас эта тема будет Через популярна? лет 5. Через лет 5. 10, 5-10. Через лет 5-10. У нас это к этому все придет, да? Возможно. Но мы просто отстаем, к сожалению. Не, ну это Хотя- всегда было так. Мы от Америки отстаем на 7 свежих лет. Да, но по киберспорту мы также чемпионы мира и по доте, и по Это Counter-Strike. да. Причем первое, по доте первое. По доте первым. Поэтому... Ну, слушай, ну, понимаешь, в чем? В Украине-то всего одна команда есть. В Америке сколько команд? В Европе сколько команд? В России сколько команд? Я, честно сказать, пока ты сказал, в Украине есть одна команда, мне быстро такое захотелось Ну, вот давай, увидеть ну, одну хорошо, новость, давай честно, подумаем. брат. У меня сейчас просто команда про 100. Блин, хорошая новость, у меня команда про 100. Я просто помогал этим ребятам, тренировал. Они выиграли чемпионат в Индии, первое место. Давайте им похлопаем, они реально красавчики. Ну вот, тогда у нас уже 2 команды. Да, Ну, я имею в виду из топовых, братан. ну это тоже... Ну, ты понял, что я имею в виду? Я понимаю, Ну, что это ты кому- имеешь... Да, они их отправил в Индию, чтобы они чемпионат выиграли. Я понял Ну, такой полностью, топ. что ты имеешь в виду. На самом деле чемпионат был, понятно, не крутой, но тем не менее первое место всегда приятно. Надеюсь, кубок нам тоже вручат. Мы- Довезут, надеюсь, довезут. Довезут. Да. Шимпанзе не украдут. понял? Сегодня еще не топовая команда, но мы все сделаем ради того, чтобы она Надеюсь, стала такой. брат. Ты правильно все подмечаешь. Ну, давай просто вот даже элементарно посчитаем. Да. Начнем с Америки. Да. ЕГЭ, Дек, да, Кликвид, Ликвид. Ликвид, да. Ну, вот это именно прям топовые команды. Кто Две еще? сразу мы можем. Потом были. Ну, Я имею в виду, давай по КСу возьмем. Да, не, Cloud9, что, не будешь Cloud9, считать? в принципе, Мажор. Cloud9, в принципе, команда, которая, да, выиграла мажор. Хорошо, Тоже. по Европе. Но по Европе там вообще, в принципе, очень много, весь топ, как бы это В шведы, России датчане. кто? ВП, Гамбиты. В России на данном этапе, честно говоря, нельзя сказать, что есть. Ну, я имею в виду, вот, Ну, по Гамбиту уже командам. топовые организации, и к ним Топовые, поднимаются, ну, всё поднимаются равно, по что кто-то из результатам Гамбит выигрывал Авангард кубки. из Казахстана и Форзы. Ну хорошо, там 3 команды, там, да, грубо говоря, в СНГ, там 3-4 команды из топовых, если можно сказать, максимум, ну да, согласен. а и в Украине всего одна. Ну, СНГ, я имею в виду с Украиной, если взять, там, к примеру, да.
Ну, понятно, ну, в Европе больше всего, ну, тут даже дело, наверное, больше не то, что это команды там топовые. Тут, наверное, больше в том, что если люди, которые тебя могут чему-то реально научить. Да, конечно, есть, везде. Везде Именно есть. по игре, да, то есть. Да. И я тоже так считаю, и Ну, ты же можешь научить их? я Ну, считаю, ты же что пацанов да, вот, я могу. потренировал, выиграли первое место. Вот ты и ответил на свой вопрос, братуха. Я, в принципе, в этом ты не сомневался, братан, что я Так могу. я Но тем я более. 20 лет в этом, понимаешь, в чем дело. Я 20 лет играю, у меня уже, ну, сколько уже опыта, скажем так. Миша всю жизнь, в принципе, тоже в Во что-нибудь киберспорте. играл. Вопрос в другом. Вопрос в том, что мне не очень будет интересно, хотя, в принципе, прийти там в университет и преподавать Counter-Strike, это забавно. Почему, это, бы, почему и бы и нет? нет? Это же да. любимое дело, Да. рассказывать о КС. Я так подумал, что это, в принципе, Это прикольно. лучше, чем мешки тягать. Смотри, а с чего ты начинал? Вот с самого начала. Вот это С всем дна, интересно. Брат, я начинал с дна, понял? Снизов поднимался как бы. Я просто снимал видосики, просто снимал, и по-прежнему их до сих пор снимаю, просто, ну, Их больше смотрят людей. да, их больше людей смотрят. Я тебе скажу, я просто не был в курсе, вот посмотрел шоу, что было дальше, и знал, что ты был в грибах. Я просто не знал. Да? Поздравляю, брат. Спасибо. Старый. Ладно, это потом вопрос, а почему ты оттуда, что вообще произошло там у вас? Ничего, я просто решил уйти, брат. Просто решил уйти? Да. Это Сейчас перед вот этим их хитом, вот этим, да. Я понял. И у меня еще вопрос к Кейну. И непосредственно тоже к Зевсу. Смотрите, у вас есть команда Просто. Вы очень сильно помогаете ей и хотите вывести ее на мировой уровень. Так сказать, ты хочешь создать академию. А непосредственно, я так понимаю, Кейн может стать тренером в этой академии. Если все получится, как вы будете набирать молодых игроков в вашу команду? И мне хочется, чтобы на это ответил Кейн. Во-первых, я не планирую стать тренером, я планирую курировать эту академию, помогать ей изначально, то есть сформироваться и выстроить путь правильный. То есть это больше как спортивным директором стать. А как мы будем набирать академию? Смотрите, мы еще разрабатываем этот план. Когда у нас окончательно он будет готов, мы выйдем и скажем, все объявим. Это же все для людей делается. Все будут знать. А вопрос Тонеру, скажи, как с твоим темпом жизни ты находишь время на игры? И сколько вообще ты можешь выделить время? Ой, ну, когда как. Вот если есть свободных пару часов, я знаю, что я один, там, ну, никто ничего не будет говорить. В плане, типа, ну, там, не будут напрягать меня звонками или внезапные дела, то я могу, ну, на выходных я себе выделяю, там, часов 6-7, понял, поиграть. Ну, это так, с утра сесть и до вечерка плотно пошпилить. Круто. И второй вопрос, а делаешь ли ставки на чемпионатах? Нет. Нет, да? В голове у себя делаю ставки, брат. Братуха Стонер, скажи, пожалуйста, Я слушаю. как ты оцениваешь свои шансы против меня в Counter-Strike? Брат, ну ты знаешь, я когда первый раз прошел калибровочку, мне дали калаш, понял? Угу. Но сегодня против тебя будет играть 2 звезды. Ну, если серьезно, как ты считаешь? Я, тем не менее, не играл тоже некоторое время в Counter-Strike, но по памяти я чувствую, что я могу собраться. Ну слушай, если тебе никто не будет мешать, я проиграю. А если тебе кто-то будет мешать, то я, возможно, выиграю. Ну, тут как карта ляжет, но я верю в себя. А ты, Миша, что думаешь вообще? Да, я думаю, что шансы у вас равны, но чтобы их уравнять, мы, Дань, тебе как про дадим небольшую помеху. Давай попробуем. Приступим тогда, проверим, братан. Ребята, но есть одно условие. Там вот есть карточка. И тот, кто проигрывает, он ее должен вытянуть. И там есть одно задание, очень непростое и секретное. И его надо будет выполнить. Ну не знаю, мы так не договаривались. Я думаю, можно будет что-то придумать. Я думаю, что будет все отлично. Погнали лупасить? Let's get it. Да? Let's go. Итак, в правом углу многократный чемпион по Counter-Strike Данила Зевс-Тесленко, а в левом чемпион галактики Стонер. Поехали! Я очень собран, я очень сконцентрирован. Я хочу убить. Я хочу победять.
Отстань от меня! Я это говорю. Что творится? Что он меня и так лупит? Не убивай! Нет! Что ты попадаешь со своего скаута? Ай! А нет! Я не могу, блядь! Минус 56 тебе дал! Да. Фух, не вижу ничего. Тихо, тихо. Пар. Да хоть один глаз. Ты попал мощно. Да я смотрю в разные экраны. Не хуя. Блядь. Сука. О! Братуха, ну что, я понимаю, братан. Бывает такое, женщины мешают, я тебя прекрасно понимаю. Это жизнь, Когда женщины бывает мешают реально, играть, роковая брат. женщина попадется. Но правило есть правило, поэтому пока я выхожу со своего стима, ты иди тяни карточку в наказание. А ты, блин, хотел, чтобы мы с твоего стима что-то забрали. Карточку, пожалуйста. Ну, допустим, вот эту. Сейчас говорить, братан. Пост в Инстаграм. У меня Леша Панин нравится. Молодец, пацан. Я тоже такую фигню люблю. Но не хватает смелости снять и выложить. Не, ну это не слишком будет. Надо побеждать. Старик, так лучше бы он выложил. Если бы я знал, я бы лучше старался. Братан, не знаю, как ты, я играл на победку, потому что я знал, что тут по-любому какой-то горох будет, братуха. Поэтому я играл на победку, на самом деле. Друзья, вы знаете, а мне Леша Панин тоже нравится. Молодец вообще пацан. Я такую фигню тоже люблю, но не хватает смелости такое снять и выложить. Все, пообщались, братаны, это был Киевстонер. Лучший чувак просто. Братан, дайте Спасибо. Спасибо, брат, что ты приехал. Вообще, Спасибо, Миша. очень приятно, супер. Я думаю, что замутим шоу-матч потом. Пацаны, конечно, я желаю вашей передаче развития, и если я буду рядом, всегда цинкуйте, я прилечу в любой момент. Спасибо, лучший пацан, лучший чувак, братан, спасибо. Дамы и господа, мы продолжаем КВН, и мы сейчас, будем обсуждать очень классные, интересные темы. Я уверен, что они вам понравятся, потому что первая тема, что делать Нави? Ребята, что делать команде Нави, потому что... Знаешь что? Это я проанализировал, кстати, такую картину. Следующий год, 2020, для Нави важный. Мажор в Рио через 5 месяцев. До Рио у пацанов 31 января турик в Лондоне, Бластовский. И еще Катовице, когда ты знаешь, потому что ты... Вопрос в другом. 2 турнира, как они наберут, форму? Сидеть Где? на 3 месяца, закрываться на буткемпе, набирать Они не в форму. том положении, им нужна игровая Что практика. ты решил, что у них только 2 турнира? Еще Ну, много а где? турниров не анонсировано. Я думаю, может, они не же будут анонсировали? участвовать на Я ЕСС. думаю, Давайте в следующем спокойно, сезоне, не да, суетиться, а реально послушаем мнение эксперта, все-таки нашего Михаил, главного давай. Есть аналитика. только один правильный ответ. Нави, я советую тренироваться.
Ничего себе. неожиданно. Это, думаю, ребята обязательно возьмут на учет. Ну, знаешь, вопрос очень общий, поэтому, ну, тут надо разобраться, знаешь, мы говорим, что... Давайте делать будем Нави, да? реальными. Давайте не будем тут гнать вот этого порожняка, не будем вот этот пафос. А вот серьезно, надо ли кикать им кого-то, кого одного или двух, делать ли замены? Если делать, то теоретически на кого? Если не делать, то верить ли в этот состав дальше, потому что последнее их выступление на эпицентре, ну, оно, можно сказать, провальным по факту. Да? Но я тебе скажу, что замены я бы не делал. Просто потому, что, мне кажется, там работает вся команда таким образом, что результат... А ты понимаешь, Вань, вопрос в том, что команда Нави, когда вот мы там уходили, да, когда вот все это происходило, это и организация Нави, это с очень большими амбициями. Это не команда, которая хочет быть топ-5 мира. Она хочет быть топ-1. Значит, менять надо все постепенно. Вопрос. А этим составом она может стать топ-1? Ты веришь в то, что она станет топ-1 этим составом? Моя вера — это субъективное понятие, которое может легко поменяться, у нас когда я у всех. увижу прогресс. А прогресс зависит от того, насколько у пацанов поставлены цели, насколько они самоотверженно работают, насколько они понимают, куда они идут. Хорошо, давай сравним без вот этого, сейчас мы берем вот это все, о чем ты сейчас сказал, а просто возьмем такого игрока, как Зайву, который сыграл на эпицентре, и Гвардиана сравним, да, вот два снайпера мы возьмем. Вот реально как бы Гвардиану выйти на такой уровень, чтобы играть как Зайву за, вот эти 4 месяца. Вот знаешь, я смотрю на Виталити, который там на завтраке внизу в отеле, да, приходят, и я просто со стороны даже делаю какие-то минимальные выводы о их отношениях в коллективе, понял? Как они там из этого Зайва подшучивают, ему там как-то Апекс постоянно ржет, он всегда с улыбкой, этот Зива ходит, он такой прикольный, знаешь, он всегда улыбится, он на позитиве. То есть ты хочешь сказать, если Гвардиану... Он чувствует себя королем вообще земли. То есть эта команда дает ему эти ощущения, эту атмосферу. Ты веришь в то, что... Братан, я уверен, что Гвардиан себя чувствует там не супер, как бы... свободным. Ну, послушай, но Зиву как бы и на самом деле один из... мы сравниваем игрока, который один из лучших игроков мира, Зиву, на сегодняшний момент. Гвардиан был когда-то лучшим игроком. Ну, был. Да. Это было как бы не вчера, понимаешь? Я вот хочу сказать по поводу Гвардиана, следующее. Просто мы знаем, что в Нави не самая простая атмосфера, то есть она зависит от результатов. Когда результаты негативные, часто она накаляется, да? Это правда, Гвардиан это не знаю. не молодой игрок. Накал. Нет, Гвардиан не Сколько молодой. Гвардиану лет? 28. Гвардиан 28. не молодой игрок. И это сформировавшийся игрок, который пришел в команду и хочет раскрыться. Вот здесь должен быть Гвардиан в этот момент с возрастом. Понятно. Но смотри, если приходит в команду молодой игрок, да, то есть если он получает негативную атмосферу, он понимает, я молодой игрок, мне есть что доказывать, я должен стремиться, я должен зарабатывать свое место. Приходит Гвардиан, которому 28 лет. Он уже, то есть, сформировавшийся чувак, то есть он хочет попасть в нормальную атмосферу и нормально работать. Он думает, я уже всем все доказал. И на самом деле он доказал даже в этом году, у него МВП столько же, сколько у Симпла. Ничего страшного. И, кстати, вот Он за фейзов получал МВП. А у Симпла тоже одно. Ты так сказал, столько же, сколько и у Симпла. По одному МВП, да? По одному МВП, честно вам скажу, я даже в некоторых играх смотрел, какие важные делает иногда фраги Гвардиан, хоть у него их и немного, но он их делает. Это фраги, которые решают судьбу раунда. Часто на Дасте за атаку заходит в ЗИГ, делает там -1, все, контрсейвер, потому что отдано. То есть он делает свой пак, да, он не в лучшей форме, да, он много мажет, но он делает работу. Просто его чморят все в интернете. Его чморят, понятно, что на него это все давит, понятно, что есть возраст, понятно, что молодые игроки все равно, они, как бы ты ни крутил, им легче, они дерче, они жестче, им все легче дается. И тут как бы, ничего, тут как бы ты не можешь его так вот взять и стать резко другим. Тут единственное, мой, по крайней мере, опыт, который мне говорит, потому что у меня получилось в позднем возрасте выиграть тот же мажор, о том, что нужно просто выкинуть все дела из жизни, забить на все и просто посвятить
жизнь вот на этот отрезок Counter-Strike. Это вот единственное, это я просто другой как бы практики не знаю. А то, что у Гардиана происходит в личной, внутри, мы не знаем. Моя идея заключается в следующем, в том, что, то есть в этой ситуации, это не молодой игрок, да, то есть если он окажется под давлением, ну, понятно, что молодому это будет стимулировать, но его как бы это не стимулирует. Наоборот, угнетать. Да, это будет его угнетать. Поэтому именно в команде Нави, то есть мы не в команде уже, мы не в команде, и поэтому им надо внутри понимать, какая у них атмосфера, и понимать, сможет ли он раскрыться, и смогут ли они в ближайший год показать максимальный результат. У меня еще такой вопрос, ребят, давайте теоретически, да, посмотрим со стороны, вот, как, там, не знаю, там, боссов Нави, да, и там, людей, которые там управляют. Они вот смотрят, результата нету. Последнее выступление на чемпионате провальным. В конце года, как бы, ну, по-другому его не назовешь. 8 из 8 на эпицентре. 5-6 они заняли. 5-6 все-таки, да? Китайцев обошли. Китайцев и обошли. Virtus.pro провалились. И Virtus.pro провалились. 5-6. Но все равно, как бы, скажем так, игра желает, так сказать, лучшего, то есть не хватает чего-то. А на каком они месте в рейтинге? На 9. На 9. Уже после эпицентра. Да, после эпицентра Вот, на 9. то есть, смотрите, и получается, ну, я вот как бы, как я рассуждал, то есть, если взять игрока вместо Гвардиана, это нужно брать снайпера, естественно, да, к примеру. Есть вариант еще Саню вернуть на АВП и взять другого игрока. Этот вариант, кстати, очень тоже хороший, который мы обсудим, который, я считаю, Нави не хватает, да, и который мы сейчас, я думаю, сможем что-то подсказать, и, может быть, ребята прислушаются к нашему мнению, да, то есть по этому поводу. По поводу, насчет, если рассматривать, что Гвардиан будет снайпером, ну, вместо Гвардиана брать снайпера, то какие есть кандидатуры в СНГ вообще Я видел в из комментариях, игроков? пишут Экси Power из Forest. Икси Power. Но при этом я слышал, что Нави хотят взять игрока из Академии Нави Junior там, через время, вот Господарова. Но я посмотрел, как он играет, я считаю, что на сегодняшний момент у него скилла на про-уровень выходить как бы не хватит 100%. То есть нужно покупать. И, как мы знаем, цены на рынке достаточно очень высокие. Кусаются, причем жестко. Захотят ли Нави платить безумные бабки, потому что, я думаю, задешево его никто не продаст. Я могу сказать, что это все равно того стоит. Даже, допустим, отдать $500 000, но ты понимаешь, ты возьмешь игрока 20-летнего, который Икси Power будет стоить $500 000, ты считаешь? Уже, наверное, $500 000 он будет стоить. Который... Да будет стоить, посмотрите. И который... Да не стоит он $500 000. Тебе он закроет Какие $500 000? Вы что, гоните? Я думаю, 1300. Не отдадут. Это А когда 1300. Ангела хотели вместо тебя купить, сколько они заломили? Какие 1300, да? 300 тысяч это Бумычева купили за 300 тысяч. А снайпера, как топового снайпера, звезду команды за $500 000. Ну даже если Форзе об этом не думали, они сейчас задумаются на этот счет. Как минимум. Швыряемся инфой. Но ладно, допустим, А ты... Бумычева официально за 300? Это на- Нет, официальной Это информации приблизительно, нет. то В есть этом нету. говорили, Мы- просто цифры кидались от 200 до 300, но я думаю, что сколько именно... Ну там Ну а что, полтинник влево, полтинник вправо, мы не знаем, мы знаем примерно... Да, я же просто и говорю, что если Бумыч может стоить 300 тысяч. А чем? Бумыч это на роль теоретического там в будущем капитана, то есть и он талантливый Где, в игрок. какой команде он был? Форзы сейчас команда на ходу, которая растет. в Топ-15 рейтинге, которая мира, прогрессирует. топ-15, которая выиграла А DreamHack. покупали Бумыча, Винстрайк, которые, ну, максимум, что имели, это слот на мажор, сохранившийся им когда-то за что-то там от других людей. Ну да. И все, и которые они потеряли. И Бумыча их там говорят, возьмите. Ну, вообще, вы знаете, ценовая политика внутри трансферной системы вообще неадекватная. Да, я не Как это знаю. все устроено? Сейчас, ну, допустим, команда решила, что она не хочет играть с Гардианом. Его хотят что? кикнуть. Ну. А что делать организации? Покупать кого-то? Ну да, Она мы же об начинает- этом и говорим сейчас. Она начинает прислушиваться к мнению игроков, но не может осуществить все их требования, к примеру, потому что там Икси Power стоит 500 тысяч, ну допустим, да? Что делать? Выходить меньше из зол. Кто там? Другой какой-то. Вопрос снайпер. номер, вот смотрите, Что я делать? хочу поднять следующий вопрос. Давайте мы боссы Нави. Ты Что сказал, делать? ты сказал правильные слова, и сейчас как бы все пришло к такому уровню, что нет такого права у игроков хотеть кого-то кикнуть. У них могут быть... Меня кикнули. Ну, тебя кикнули, да, и это неправильно. Я говорю к тому, что... А ну, у кого должно быть такое право? У менеджеров, у тех, кто стоит сверху. А тренера? Ну, то есть тренер может как бы рекомендовать это сделать, но опять же он приходит к организации, он говорит, нам нужен новый снайпер,
Ксипауэр, допустим. У вас есть $500 000? Они говорят, ну, мы посчитали, нету, короче, и все. Говорят, вот у Гвардиан, берите. Абсолютно правы. Не, ну в принципе в этом есть В этом логика. логика. Не, Вообще, в согласен, принципе, да. Дань, если- К этому все придет. К этому приходило даже в этот момент. Я тебе скажу, Я тебе скажу, что, братан, когда произошли с тобой расклады, в 16-м, да, году? Да. В 17-м, 16-м. То там было принято такое решение, что впредь в коллективе никто из игроков не может влиять на состав. Если происходят какие-то... Решение было принято, а потом нарушено. А потом нарушено, ты понял? То есть это как... Оно было принято, типа, вот убрали Даньку, а теперь теперь смотрите, с этого ребята, момента. еще раз уберете, дадите по жопе вам, больше не убирали. Вот так вот. Потом Понимаешь? всех остальных тоже. Все это, конечно, интересно, но давайте двигаться дальше. Понятно, с этой темой, если бабки, если желание, но от себя могу сказать, что как бы там ни было, Гвардиан, ты хороший чувак, я это знаю, и я желаю тебе в любом случае удачи. И ебаш, двигайся вперед. Ну и совет наш тренироваться. Да, и в любом случае надо, выбор за не тобой. Выбор за тобой. Если ты хочешь быть лучшим, ты знаешь, что есть уже как бы все методики, просто действуй, и у тебя все получится. Следующая у нас, ребята, тема, кто будет, как, да, вот давайте подумаем, реально. Об игроках сейчас. Нет, Давай об игроках? Да. Ну давайте об игроках. Давайте об игроках. Первый у нас Скоро момент по начнется поводу анонс. Симпла. Анонс скоро. Ну давайте реально, Саня, хочется обратиться к тебе и спросить, не задумывался ты послушать Михаила мысли, потому что у него есть мысли, и достаточно они трезвые и неплохие. Ну, Скажи, трезвых не факт. нет. Мои это- мысли заключаются в том, что мы все знаем, что снайпер показывает наилучшую результативность. Девайс и Зайву — это игроки, которые играют с АВП, да, и которые будут, я так понимаю, первым или вторым номером. Но об этом мы еще поговорим. И Саня, ну, в свое время, мы знаем все желания. Каким Саня будет в этом году? Ну, смотри, я думаю, он точно должен быть Я думаю, что он будет после Зеву, четвертым. Девайса и Илижа. Я думаю, И Лиш четвертый будет или- еще, да? Ну, четвертый Илиш или выиграл пятый. миллион, 3 турнира, МВП, много статы. Все Ну, быстро он- забыли про Liquid. Они на самом деле сделали ни хрена себе, выиграли миллион за самый короткий период времени. И в свое Илиш время должен тоже быть, Илиш доминировал. должен быть в тройке. Саня должен быть четвертый, наверное. Ну, наверное, так. То есть мы считаем, какая основная причина, Смотри, лишь по твоему в мнению? 2018-м Саня Топ-1. взял себе роль снайпера. Да. есть Она она- была непростой для Она него. была непростой, то есть как бы, но именно в ней, да, то есть он мог, во-первых, игрок, Сколько дискомфорта было в роли снайпера. игрок может принести максимальную пользу Факт. команде, максимальную пользу, это раз. И второй момент, именно в этой роли он добился своего высшего достижения. Я знаю, что Саня всегда хочет быть, ну, то есть номером один, он заслуживает этого, мы сами знаем, как бы, да, то есть Ну, в 2018 он в точно 2018 этого он заслуживал. 100% заслужил, но я не знаю, насколько... Я просто видел четко в 2018 году, сколько человек тренировался. Он реально сходил с ума по КС, тренировался очень много. Сейчас я не сильно Много, уже я наблюдаю. скажу, много. Много Я тренируется захожу также. на FPL, смотрю, кто... Очень много спирит тренируется индивидуально, Да. между прочим. Сам Де Янг, не Джар, там, эти ребята, Чоппер, все новая команда. И я просто смотрю в FPL, у кого сколько сыграно за месяц. Периодически там захожу, проверяю. Саня единственный из Нави, кто вообще тренируется. Не, просто Как обычно, как тут может быть самый простой выбор. Если ты хочешь быть лучшим, то ты должен как бы жертвовать и делать все для этого. Да? То есть у него есть вариант быть крутым, одним из лучших игроков на другой роли, или пересилить себя, вернуться на снайпера и постараться А доказать, ты понимаешь, что он что? номер Ты один. понимаешь, что? Совет от А вы Михаила. понимаете Ну, а на чё самом нет? деле, Глубокий насколько мысль. это меняет вообще кардинально Нави систему и упрощает для них возможность? Купить пятого? Типа? Купить пятого вместо, чтобы взять стрелка, ж легче, чем снайпера. Снайперов, на самом деле, в СНГ топовых мало, а стрелков топовых можно найти. И это, как бы, на самом деле, для Нави может быть Но хорошее. снайпер — это тяжелая работа, то есть как бы в любом случае. Ну так То это, если ты говоришь Симплу стать снайпером, и мы ему сейчас вот даем наставление, что, чувак, хочешь быть топ-1, вот тебе пример, что топ-2 мира игроков, они сейчас снайпера. Да, то есть Девайс, Зеву. Вот ты можешь как бы в следующем году попробовать пойти опять на пост number one
И ты можешь на пост президента АХЛТВ. И вот ты, короче, должен, скажем так, взять эту роль. А Нави при этом будет проще взять 5-го стрелка. То есть сначала мы подсказали Фарзам, сколько стоит Ксипауэр, а теперь мы Нави подсказываем другой путь. Да, другой путь, чтобы не платите вот эти бабки денег. сумасшедшие, которые неизвестно, Ну что, куда может быть, Михаил. давайте порассуждаем вообще о списке игроков, который скоро начнется. В списке игроков, игроков на самом деле много достойных. Надо смотреть, чтобы был именно на роль там опорник, хелпующий, смотреть по точкам. То Как есть... они перераспределятся и будет ли? Во-первых, мы рассуждаем о том, чего еще нет. И Да, вообще, то есть мы возможно, просто не будет. говорим о Я том... подразумевал топ-20 игроков года. Я не знаю, почему вы подумали про трансфер. Мы про трансфер. Топ-20 игроков года? Давай. Ну, в десятке Элик будет. Должен. 100%. Элик. Вообще стата у них жесткая. Вот я смотрю на Нави, просто ты видел? Я Они хочу- топ-1, топ-2. Хорошо, мы сказали топ-3. про Гвардиана, но вы не замечали в некоторых моментах, что Флеми как опорник на некоторых картах, участках просто не чувствует игры. И причем уже давно. Например. Ну не знаю, но я вот на Мираже замечал за ним там. Они говорили, что они мало тренировали Мираж, но на Мираже он точно так себе стоял. И мне не нравилось, ну это тоже, это мы даем советы Нави, получается. Ну вот, совет самый простой, уже ставить чувака, ставить опорником его на Б. Он, кстати, с Эликом держит Б, получается. Да? Или Кто? Флэми с Эликом Б держит. Не, ну Флэми я видел на нет, А. Симпл с Эликом держит Б вдвоем, Да. Зик и Б, короче. А Флэми опорник на А. И получается у них связка на Гвардиан, который не сильно там попадал все время в титульные. Вообще, на самом деле, очень странно терял. отправлять. Что это за решение такое, отправлять двух сильных самых игроков, ну, практически, Элика Ну и да, Симпа, по рейтингу точно на, самых блядь, сильных. на Б-базу, которую вообще можно держать Элик одному. сейчас Элик опорник Б. Это, Вообще, честно говоря, бывает ребята, такое. это вопрос, Элик в перемычке вопрос играл к тому, к управляющему менеджменту, Блейду, там, ко всему, кто принимает. Блейд и Глеб. Ну, вы, ребят, вы должны как бы понять, что это на самом деле глупо. Посмотрите на Миражи, сейчас может один чувак закрывать Б, играть 4А, и этот чувак может быть наоборот какой-то не такой. Элик — это игрок, почему его всегда мы ставили на сложные точки, на сложные позиции? Охрененно двигается. Потому что Быстро он принимает быстро думает, решения. он чувствует карту, он понимает по информации быстро, он выбирает сложные, ему надо выбирать сложные роли, поиграть под гранаты. Отправлять его на Б, как бы, ну, это как минимум Не, ну, я думаю, что неправильно. они могли бы просто отправить опорником на Б все-таки Флейми, если уж на то пошло. И вернуть. Или, кстати, был у нас опорником на Мираже, когда у нас был один из самых сильных Миражей. Опорником на Опорником на мы выиграли много как раз тогда таких турниров. Ну хотя бы самый такой Я в перемычке играл. Ты, по-моему, ты в перемычке или опорником Я, на по-моему, в перемычке нормально. Ну, нормальные Мы перемычки комбинировали, но он был и отыгрывал. опорником на, и отыгрывал там А, хорошо. они менялись с Флейми, да. Часто. Они не могли определиться долго, кто из них опорник, кто из Ну смотрите, ладно, этот мы все советы, конечно, даем, ребят, без тут Давай уже к смотрите, топу, к топу игроков. Я вот переходить. честно скажу, мне кажется, по командным заслугам... Нави, Подожди, давай вот я просто скажу. не, я имею в виду Нави в двадцатке, кто из них будет, кто не будет. Элик точно будет. Симпл будет. 100%. Я хотел вот обсудить этот момент, короче, очень высокие у ребят рейтинги, они заслуживают уважения, но так ли справедливо как бы им находиться в двадцатке из этих рейтингов, если турнирных достижений у команды не так много? Вот возникает такой вопрос. То есть, соответственно, эти достижения были набиты на каких-то ранних стадиях, а в решающих, как бы, то есть на решающих этапах Да, этого зачастую так и результата, было. этого результата не Зачастую было. так и было, да. То есть, поэтому я думаю, что поэтому именно... Ну, И на мажоре Элик просто вынес всех в группе там даже, а в финальной А в игре важной игре мы не смогли. Да. подсдулся. Ну это да, это решает, конечно. Ну И что как говорить, оценивать ну это? хорошо, что говорить вообще про двадцатку, этот список? Ну какие туда игроки залетят? или Первое что? место должен быть либо... Ну мы уже Все поняли, что спорят, первое за место. его или девайс, короче, спорят по этому поводу. Но я думаю, что вот я хочу выделить. Я могу сказать уверенно, мое мнение, это девайс. Вот, Я тоже считаю, что девайс заслуживает я этого. считаю, что на 100% он Я больше тоже заслужил. считаю, То, что сейчас Vitality выиграли Не эпицентр. сейчас, насколько сильнее Астралис как команда, чем Vitality на протяжении Во много года. раз. Они намного сильнее. И у Зайву за Vitality 5 МВП. То есть человек сам эту команду как бы во многом протаскивал. Ты, Девайс сука, с командой... сучонок, блядь, подкованный. Нет, я тоже читал. Ну, Нет, я понимаю. у девайса сколько МВП-то? 2? 3? Ну, 3. что-то из этой серии. 3 или 2.
Но, блин, у него мажор МВП, у него и ЕЦ, либо ЕЦС. Но его команда доминировала, Вань, доминировала. И он лидер доминирующей команды. Он крутой игрок, один из самых лучших. Но самый ли лучший? Сейчас, кстати, фаворитом на... Это субъективно. по Смотри, букмекерским начать конторам Тихо, фаворит- специалист по букмекерским конторам. Фаворит Зайву с большим отрывом. У Зайву на турнирах, короче, лан-турнирах, где собирались лучшие команды, самый высокий рейтинг. У Сани, Да, кстати, он второй. понятно. 1.31 у Зайву и 1.29 у Сани. А у девайса? Ну тогда все просто, тогда что я тут вытрачиваюсь, девайс, ну зову тогда... Почему ты так говоришь? А если командные достижения ценятся выше? Нет, в этом? это мы же говорим здесь про рейтинг не команды, а индивидуальный. Поэтому я так понимаю, что это будет... Ну смотри, то есть, тут просто две логики. Ладно, ребят, ну давайте, каждый Смотри, скажет Ваня, свое. были у девайса в прошлом Нет, году. Миша очень в правильно, прошлом кстати, году. сделал хорошую аналитику сейчас В правильно. прошлом я году было согласен. выше, больше МВП, больше выигранных турниров. Но кто в итоге получил? Саня. Simple. У девайса было в прошлом году А, больше кстати, МВП. ну конечно. Ну и Больше- больше на выигранных одно больше, турниров. Ну то, что было в выигранных турнирах, На одно понятно? больше МВП, больше выигранных турниров. А, ну тогда да. Но я при этом, Если- при всем, надо будет сказать, вот по отношению к Сане, он выдал, как бы действительно, прошлый год был нереальный, кто спорит, еще что-то, то есть, но индивидуально у него были сумасшедшие рейтинги, да, то есть, допустим, сейчас вот он ничего не, не добивался таких высоких результатов, да, у него высокий рейтинг, но это не выдающийся, в прошлом году это реально было выдающийся. У него 1.29, а в прошлом году? В этом году в прошлом 1.29, в прошлом 1.37. 1.37. Там просто пипец, что творилось. 1.37 или что? Помните, когда он в Китае шел на рекорд? 1.50 у него был за турнир. Да, там и мог дойти до рекорда, если... Хорошо, дамы и господа, это все, конечно, интересно. Я думаю, что нам не надо обсусоливать, какие там еще игроки попадут в этот топ-20. Это не так интересно. Ну, Элиджа мы тоже Ну, уважаем. Элиджа мы уважаем, Великий уважаем. Яблоновский. Послушай, ну я на самом деле на просцене много кого уважаю. Там и Дупри показывал вообще неплохую игру временами. Великолепно. Да, он не так стабильно. Австралиец будут в топе. Много там, прикольных, как бы, твист просто попадал, блядь, полгода там почти. Наф, кстати. Из эг кто-то попадет. Серк и Бризи. Серк Бризи и вообще Бри. попадет 100%. Ну, как бы, то есть, ну, все топовые команды, Фнатик кто-то будет, Кримс какой-нибудь вылетит. Кримс. Есть шанс у него в 20-ку? Кримс должен попадать. Кримс должен. Ну, попадут, ну, и все из рейтинга, там, Спортс, кто там? Воксик, Робс. Робс точно попадет. Робс Блин, будет. ну, чисто батя. Ну, в принципе, и всех топовых 17 команд, лет. как Ну бы, я ладно, мы думаю. по местам точно не знаем, там же сам Да, определиться. у Давай нас следующую тему. важная тема. Продолжаем, ребятули-лишки. Пам-пам-пум. Хотелось просто сказать, на самом деле, что кто заслуживает уважения, обязательно мы о нем скажем. Какая команда, мы, эксперты нереальные, конечно же, думаем, будет доминировать в следующем году. Кто будет бомбить? Какой первый чемпионат следующего года? Первый. Я сразу захожу и смотрю. 2020 год. Написано январь, Лейпциг. 31 Лейпциг? Нет, Ну, 31 маленький января Лейпциг, будет Лондон Бласт. 31 января. Вот, Лондон Бласт, я так понимаю, это это там будет... по группам, всего лишь группы какие-то. Ну, там первая группа, вторая, третья. Они же разбили турнир. Группа Face, Liquid, Mibber, NIP. Группа А, группа Б, Astralis, Complexity, Navi, Vitality. Можно пообсудить эту группу. короче. Вот это серьезная не группа. сейчас это обсуждать. Давайте, Да, это рановато. Нет, мы сейчас не будем рановато для обсуждать, мы будем... Вот этого. я- Доминацию вообще на целый год вообще. Да, Короче, вот- команды вот будут... я Я, щас- пацаны, вот честно скажу, из тех, кто в этом году показал потенциал, правильно? И в конце года особенно. Не, вот мы просто говорим о- Спортс, пацаны. Чувствую, что у них охрененные отношения в команде. Нормально. Да, у них есть вопросы по ролям в игре. Фроузен не до конца себя раскрывает, хотя талант крутой. Воксик тоже нестабилен в своем, ну хотя он когда в форме, он вообще крушит всех. Робс просто гениально играет вообще свою роль. Ну, это Очень да, умный ну, игрок, крутой круто, игрок. да. Керриган хороший лидер, Крис Джей суппорт, помогает всем и включается тоже на нужных турнирах. Частенько бывает, когда он классно играет. Вот. Для меня эта команда. Но сейчас, по-моему, по Спортс потенциалу. топ-2 по рейтингу они занимают. Астралис продолжает на первом По быть. потенциалу они мне очень нравятся. Ну а как все в следующем году сложится, я не знаю. Я очень надеюсь, знаешь, на что? На то, что в следующем 2020 году
одной явной команды, которая поднимутся зарплаты. доминировать не будет. Не будет такой команды. Что вот на подъеме Фнатики, они реально показывают прогресс, они устаканились составом, вернули себе Виталити. состав, которым они... Виталити. Да, Виталити, Зайву. Они будут пытаться набирать... Сейчас еще Зайву сейчас Шоксы. Не забывайте про взяли Шокси. Мао Спортс, которые, я думаю, чуть-чуть они подсдадут, их уже как бы все прохавают. Сюда подтянутся Астралис, которые просто всегда доминируют, но я думаю, их в этом году били. И Ликвиды били, и другие команды. Били, Но били, в следующем не году я думаю, добили. что их доминация еще уменьшится. То есть, то Я есть тебе честно скажу, Астралис для меня это просто пипец. Ты гений. Это феномен какой-то, это люди, которых, блядь, бьют, они не то что встают, они поднимаются и просто начинают давать такой сдачи. Ну, блин, я честно не ожидал, что эти чуваки, повыиграют столько турниров в этом году. Вот, причем каких турниров? Это самые величайшие вообще Ну, трейсеры. в КС, за историю КС нам не повезло, да, мы так хотели, короче, они нам помешали. Да, мы хотели. Мы были В финале топ-2 весь мажора, год. в лондонском мажор Мышин проиграли. Там мы были топ-2 везде, весь год. Да, Миш, я 3 проиграл. это другие ребята Ладно, я били. хочу сказать, Билли, я хочу сказать, что если так реально порассуждать, то реально Астралис... Они лучшее, что было в жизни Counter-Strike. Астралис! Девайс! Вот я верю в то, что в следующем году команда Астралис не будет явным номер один, как это было в прошлом. Но этого не должно быть. прошлом. Да, просто если вы будете топ-1, то мы просто все не просто охереем. Мы закроем охуеем, эту блядь. игру, мы закроем ее, да. то есть, Правильно? Они Уже уже вышли. вышли на IPO. Мы Уже разве это вышли. не обсуждали? Мы это обсуждали. Да? Они сейчас- Мы обсуждали мы это, обсуждали, да, но тем не менее И это вот, как бы кстати, важный пример. момент. Для меня лично это показатель того, что руководящие лица проекта готовы рисковать и двигаться, идти вперед, и они понимают, что они законодатели. мира. Понимаешь, Астралисы а- подписали контракт Это на круто. сотрудничество с Ювентусом еще ко всему прочему. Ого, Это меня очень Миша, расстроило. это же для тебя. Расстроило? Я хотел Ювентус, чтобы он как-то в нашу сторону. СНГшный посмотрел, но он взял Астралис. Наверное, потому что лучше. Ювентус лучший, Миша лучший. Астралис. Я хочу сказать, что я не я на месте бы управляющего, там, у Астралис, да, человека, то есть я бы подумал на тему того, что если акции моей компании зависят от результата команды, то их нужно как-то промотивировать. То есть я на самом деле обратил внимание, что когда была новость о том, что Астралис выходит на IPO, команда как-то, не знаю, мне показалось, что они взбодрились и начали играть еще лучше. Ну, такое вот со стороны, что там происходит, может, им предложили, сказали, чуваки, смотрите, если вы будете сейчас побеждать, наши акции вырастут, вы там получите какие-то деньги, ну, теоретически там, да. Да. Короче, я вот хочу выделить именно этот момент Астралис, но больше всего достойно уважения именно за то, что, несмотря на то, сколько они всего выиграли, они продолжают бороться, продолжают ставить себе новые цели и достигать их. Вот реально, это очень тяжело. Не, на самом они деле. Не заслуживают- терять мотивацию. Не, они заслуживают уважения, но тем не менее, кто будет в следующем году? давайте перестанем Давайте уже. просто каждый назовет команду. Мы уже обсосали. Evil Genius, кстати, это команда Evil Genius, которая была вот совсем недавно топ-1 мира. Мы про нее почему-то забыли. недолго. Ну, она была. Вот. То есть можно... Выиграл 2 турнира и сразу стал топ-1, этого хватило. Был долгий Но они были перерыв. стабильны до этого. Смотри, рейтинг ЛТВ, как бы он считается там 3 месяца берется, 3 или 4 месяца. 1 месяц был перерыв между турнирами, команды не шпилили. Потом мажор. Ладно, это и не потом суть. 2 турнира Вопрос в не том, что выиграли, всё, Evil стали номер Genius 1. могут быть топ-1 в следующем году? Кто-то верит в них? Я думаю, что они будут бороться за высокие места, но топ-1 они не будут. А кто будет топ-1? Кто может быть топ-1? Кто Знаешь, заслуживает? сейчас легче всего сказать, что топ-1 будут те, кто и были. Астралис. Австралия. Ну да. ты говоришь при Но этом, я что- надеюсь, что не будет топ-1. Хорошо, давайте, если не Астралис, то кто? Маузы. Мауза, твое мнение. Я не считаю, что Мауза. Ты не считаешь, что мало? Нет. Хотя они сейчас, да, топ-2. Сказали топ-1, топ-2. А я должен такой сказать. Хорошо, был. кого считаешь ты? Ты такой умный, как бы. Вот я назвал, хорошо, я взял Астралис, хотя я говорю, что никто. Ты взял Маузов, ты говоришь, кто? Ну, Астралис. Астралис легко было взять. Да, и да, я не говорю, что Маузы будут топ-1. Да не знаю, Я говорю, что пойду нравится брать. просто Ты по смотри, игре. там, Ну смотри. ладно, Ликвид давайте я Да возьму. лики точно не будут. Вот Почему? Ну, не знаю. Выиграли миллион уже, все. Не Они уже не смотрятся они на топ-1. тяжко. Да. Давай, Ну, я так хотел поищи взять. еще, поищи там, полистай. Да тут список такой А небольшой. Уже лучше Нави выбирай, и то будет перспективнее. Ну, Патриот. пока что я не хочу выбирать Нави. Честно, при всем Короче, уважении. на самом деле это пальцем в небо, поэтому давайте просто
перейдем к следующему. Да, свои ощущения. Давайте я скажу, что Виталити будут хорошо играть. Давайте Виталити. Красиво, да. Лишь бы сказать. Не, ну в Нет, смысле, там ну вы же есть- сказали, Маус, Австралис, я скажу Виталити. Ну, там Зайбу как бы... Нет, ты можешь повторить команду. Это же это не соревнование Нет, между нами. не, я понимаю. Просто кто тебе нравится, кого ты видишь на этом Ну смотри, месте. я Ты тебе ж так не видишь скажу, Виталия, Мау походу. Спортс для меня команда, которая сделала какой-то, да, прогресс, показала Сделала. игру. И он но, виден, Да, этот но я прогресс. не вижу этой команды, что Чемпиона. она, ну, сейчас очень во многом индивидуалка еще решает, понимаешь? Мне в Виталити, там, не знаю, те же Liquid, там, они как-то мне ближе к этой индивидуалке. У этой команды я еще не вижу вот этой индивидуалки топ-1. Как команда, благодаря, скорее всего, Керригану, которого, кстати, можно отметить и сказать, что чувак красавчик на самом деле, потому что в большинстве команд, где он играет, эти команды как бы ну, реально добиваются успеха. Про Маузов хотел я закончить Да. ту тему, что вот мы говорим, сейчас они так выросли, все, но в Counter-Strike самое главное — это психологическая уверенность. И давайте вспомним, что просто с чего начинался их путь, с того, что команда Тайлу, насколько тому команда Тайлу, она даже не в первой, там, ну, в двадцатке она хоть есть, Ну нет, как может, бы нигде, блядь. вела у них 15-8 15-8 в Китае и хотела их отправить, и, возможно, не было бы этой всей уверенности, не было бы этой истории. Возможно, если бы они сыграли чуть-чуть грамотнее, чуть-чуть аккуратнее. Вот и все. Поэтому, возможно, Как это, только лишь а как это волна. связано с уверенностью Маузов? Ну, Ну, они то, что выиграли турнир, мы выиграли. Ну, помнишь, как мы выигрывали Ну турнир? не, на Когда самом ты деле, когда ты турнир, выиграешь матч с 15-8, когда ты вот должен Да, вылететь. возрастает уверенность. Ну не только начинаешь- уверенность, у тебя много чего Ты появляется. начинаешь верить в то, что ты в любой момент сможешь выиграть. Да, у тебя чувство такой Камбэк. безнаказанности, такое, что тебе сейчас... Бесстрашие, это, бесстрашие Да, это такое, да, твоя появляется. победа, что ты сел, как бы это Ну, будет правильно. твое. Да, вот так. Ну как это так и вот в КС это решает. Короче, еще совет Нави, тогда уже, если мы о том говорим, О, Господи. взять О, какой-то Господи. небольшой маленький турнирчик и выиграть его. Ну какой-нибудь. Вот даже я подожди, про 100, да? Да. Команда просто поехала, выиграла 2 маленьких турнира. Есть у них уверенность сейчас? Ну они, по крайней мере, поверили в себя. Пока что это больше турниров, чем Нави выиграли в этом году. За Вот это два время. пускай. Не, ну в Два принципе. маленьких еще. Ну просто Нави пусть поедут и выиграют небольшой турнир. Просто молодцы, мои красавцы. Dreamhack. Мы Пусть работаем поедут по выиграть чуть-чуть. Dreamhack. Ну просто для уверенности. Возможно, это правда. лекарство. Ну даже наша, которое им которая нужно. начиналась с Эликом, Ну, началась выиграли с выигранного Dreamhack маленький. Давайте, ребят, да, действительно, не надо... вот Ну, так- ребята, реально, может вам надо чуть-чуть успокоиться и поехать какой-то выиграть чемпионат какой-то небольшой. Боснию. Не, вот смотрите, я вот сразу захожу, первый В есть, Лейпциг, в Лейпциг. есть вот в Лейпциге Dreamhack. Да, 100 Кстати, тысяч. Флейми Лейпциг очень любит, я знаю. Да, то есть, ну, просто не задирать сразу планку. Ну, понятно, что есть амбиции, понятно, что они думают, ну, блин, куда, блядь, сейчас ехать, какие, что вы нам предлагаете. Лейпциг, там 50 типа, ну, тысяч ну, призовой. уже, что вы там это прикалываетесь, типа, но речь идет о том, что найдите себе турнир, тот, на котором вы реально поймете, что вы можете выиграть там первое место. Просто первое место, оно дает определенный толчок, оно дает определенную уверенность. И мы именно Это сторонники поможет в того, течение чтобы вы всего года, выиграли. всего года. Ну, мы в прошлый раз сколько выиграли подряд турниров? 3. 3 турнира, то есть, ну, как бы, при том, что третий был достаточно серьезный. Это был Кёльн, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, Астралис. Ну, Астралис, то есть, ну, то есть, а начиналось все с, ну, Со Старладера. со Старладера. Вот, Потом Китай потом тоже. Но Китай. закончилось это хорошо. Да, поэтому победа нужна, ребят. Хорошо. Неделю Завершение. Состав, Завершение. да, да. Ну давай поздравим всех с Рождеством. Ну, вообще с наступающими всеми праздниками, Вообще которые со с всеми наступившими. праздниками. Отдохнуть, Давайте там, отблагодарим богов елку там Counter-Strike'а. накрасить, оливьехи покушать, Да. шампусика Красная икра, бахнуть. бутерброд. Ваше здоровье. Да, у меня уже чуть-чуть. Что ты, Миша, пил? Мне чай налили, а тебе я понял. Водичку. Да, я видел твою водичку. Ну, Абсент. И розыгрыш у нас еще будет, да? А что за розыгрыш? 110-й. друзья, ребята, у нас есть замечательная клавиатура от HyperX. HyperX это просто крутые ребята. Самая крутая клавиатура именно от HyperX. Давай Кстати, поговорим. да, реально. И вы, кто-то из вас, может выиграть больше вот эту нравится. просто нереальную клавиатуру от HyperX. Для этого вам нужно что сделать, Миша, блин? Ребят, для этого вам нужно отгадать, кто займет 10 место в топ-20 игроков. То есть не первое, не второе, не третье, а 10. И тот, кто первым отгадает, тот и получит эту клавиатуру. Клавиатура. Пам-пам-пам-пам. Всем удачи. Тан-таран-тарам-пам. Спасибо, друзья, это было Кибершоу, мать его, бля. У-у-у, е, ба-ба-ба-ба-ба-ба.
Если раньше это были десятки миллионов, в какой-то момент сотни, сейчас это миллиарды долларов. И я купил, помню, этот сервис такой забавный. Помочь вам добиться успеха не только там в киберспорте, в Counter-Strike, а в любом деле, которое вы захотите. Там одной подружки, бабушки, которая там за 60 лет. Чемпионат мира по CSGO, первое место $500 000, $500 000, да, это был самый большой призовой. В киберспорте с каждым годом денег становится больше. Победа принципиальная и важная, поэтому не ради денег. Стать лучшим, стать чемпионом. Ребят, просто прочтите и убедитесь, о чем идет речь. Я вам говорю, что это крутая, проделана огромнейшая работа, это крутая книга, в ней заложено очень много всего. Это крутая история, ребят, поверьте.